Официальной датой основания города считают 1654 год. Единой версии, кем и как положено начало одному из самых крупных городов Украины, сегодня не существует. Историки, археологи, краеведы и даже писатели не устают предлагать собственные версии событий более чем 300-летней давности. Самая известная легенда о возникновении Харькова связана с Харьком, первым поселенцем, основавшимся здесь. Согласно этой версии, в середине 17 века на правом берегу реки Харьков, возле Белгородской Криницы, сегодня начало улицы Шевченко, возник небольшой хутор. Основал его человек по имени Харько. По одной из версий его полное имя Харитон. Разные авторы по-разному описывают род деятельности Харька. Некоторые называют его простым казаком, другие – казацким сотником. В литературе бытует также версия, согласно которой Харько не имел отношения к воинской службе, являясь пасечником. Выбранная им местность оказалась настолько удачной и пригодной для жизни, что начала привлекать переселенцев из других мест. Вскоре хутор разросся, появились новые слободы. Возникшее поселение получило название в честь своего основателя Харьков, как и река, на берегу которой оно возникло. Кстати, ни один из известных вариантов легенды не указывает точный год основания Харькова, ограничиваясь лишь упоминанием 17 века. В рассказе, приведенном в путешественных записках Василия Зуева с Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 годах, автор относит время основания Харьком хутора и вовсе к 1680 году. Легенда о Харькове встречается в литературных произведениях уже в XVIII веке и по праву может считаться одной из самых первых. Самую романтическую и наиболее недостоверную легенду о возникновении Харькова привел в рассказе «Основание Харькова. Старинное предание» Григорий Квитко-Основьяненко. Являясь представителем одного из старейших казацких родов Слобожанщины, писатель решил связать основание города и происхождение своей семьи. Первым переселенцем, пришедшим на земли современного Харькова, автор называет своего предка, а местом, с которого в середине 17 века начинался город, исторический район Основу. Подобный выбор вполне объясним, ведь Слобода Основа – родовое поместье Квиток. Согласно версии Григория Квитки-Основьяненко, в начале 17 века мальчик по имени Андрей, сын московского боярина, бежавшего за границу и там умершего, попадает в Киев, где оказывается на воспитании у пана Ясилковского. За красоту и добрый нрав панская дочь называет Андрея Квиткой. Впоследствии ласковое прозвище трансформировалось в фамилию. Самое интересное в жизни Андрея Квитки начинается с его переездом в дом киевского воеводы, чья жена решила взять на себя опеку над маленьким сиротой. Здесь Андрей встречает дочь воеводы. Между молодыми людьми завязываются романтические отношения, и юные влюбленные, заручившись поддержкой нескольких верных казаков, решаются на побег из Киева. Молодая семья нашла пристанище на незаселенных территориях, недалеко от Чугуева, которые впоследствии получили название Основа. В дальнейшем Андрей Квитко занимался привлечением переселенцев из Наднепрянской Украины и основанием новых слобод. Особенно ему приглянулись территории вокруг хутора на берегу реки Харьков у Белгородской Криницы. Увеличение числа поселян привело к решению построить укрепленный город на горе, с обеих сторон которой проходили реки Харьков и Лопань. Сегодня это место известно харьковчанам под названием Университетская горка. На общем собрании возникший город решили назвать Харьков по реке здесь протекающей. Конечно же, история, пересказанная Григорием Квиткой-Основьяненко, не рассматривается историками как полноценная версия основания города, но она является очень колоритной городской легендой. Свою версию основания города Харькова также предложил историк-академик Украинской академии наук, профессор Харьковского университета Дмитрий Боголей. Опираясь на архивные документы, ученый утверждал, что в 1654 году на территорию современного Харькова пришли переселенцы из Наднепрянской Украины. Для проживания они выбрали возвышающееся над реками Харьков и Лопань Харьковское городище. Сегодня это центральная часть города, известная как Университетская горка. Кроме строительства собственных домов, через несколько лет поселяне начинают возводить укрепления.
Дмитрий Багалей отмечал, что первая Харьковская крепость могла быть построена уже в 1654 году по согласованию и под руководством Чугуевского воеводы, которому первоначально подчинялось новое поселение. С назначением в 1656 году харьковским воеводой воина Селифонтова возник вопрос о перестройке крепости по правилам, принятым в московском государстве. Ученый отмечал, что претензии к существующим укреплениям, а также требования об уничтожении дорог на Тор, современный Славянск, спровоцировали конфликт между воеводой и поселянами и даже отъезду части семей из только строящегося Харькова. Но уже в 1657-1658 годах воин Селифонтов смог осуществить строительство новой Харьковской крепости. Первым населением Харькова ученый называл казаков, которые приходили на эти земли вместе с семьями. Опираясь на найденный им в архиве поименный список харьковцев за 1655 год, историк утверждал, что харьковские казаки подчинялись атаману, делились на сотни и десятки во главе с сотниками и десятниками. Общее же количество населения с учетом женщин и детей в это время составляло около 1500-1800 человек. Кроме того, именно Дмитрию Багалею принадлежит легенда о харьковском осадчем Иване Каркаче, который якобы возглавлял первых переселенцев, пришедших около 1654 года к берегам Харькова и Лопани. Но современные харьковские историки и краеведы весьма скептично относятся к личности Ивана Каркача, считая его более вымышленным персонажем, чем реальным человеком. Бесспорным является тот факт, что люди на территории современного Харькова жили задолго до 1654 года и в целом 17 века. Вот уже несколько столетий ученые выдвигают самые разные предположения о том, какой же населенный пункт существовал на этих землях до основания Харькова. Так, в конце 19 века историк, профессор Харьковского университета Николай Арестов выдвинул теорию о том, что наш город возник на руинах Шарукани, легендарной Половецкой крепости. Точных сведений о местоположении города практически не сохранилось, а информация, имеющаяся в летописных памятниках, по-разному трактуется историками. Считается, что Шарукань существовала в XI-XIII веках и представляла собой некую зимнюю стоянку. Застройка города состояла в основном из юрт, кочевников и малочисленных каменных строений. Кроме половцев, город населяли также аланы, ираноязычные кочевые племена. В 1111 году объединенное войско князя Киевской Руси во главе с Владимиром Мономахом взяло город, после чего начался постепенный упадок Шарукани. Окончательно город опустел после нападения монгольского войска в 1223 году. Вероятно, вопрос о местоположении легендарной Шарукани будет занимать умы еще не одного поколения украинских историков. Другим летописным городом, с которым может быть связана древняя история Харькова, является Донец, один из городов Новгород-Северского княжества. Начиная с X века город входил в состав Киевской Руси, выступая не только крупным торгово-ремесленным центром, но и стратегически важным форпостом на южных рубежах государства. Остатки древнерусского города обнаружили во время исследования Донецкого городища, памятника археологии, расположенного на высоком берегу реки Уды. Сегодня это частично территория Новобаварского района Харькова и окраина поселка Покатиловка. Донец расположен в 10 километрах от Харьковского городища, на месте которого в 17 веке возник современный Харьков. Изучая древнюю историю харьковских земель, следует помнить, что возраст любого населенного пункта отсчитывают с начала непрерывного проживания на этом месте людей. Как видим, за более чем 300-летнее существование Харькова возникло множество как научных, опирающихся на документальные сведения, так и полностью фантастических теорий о его основании. Возможно, когда-то истина станет известна. Город был военно-оборонным и ремесленно-земледельческим центром. В 17 веке город стал центром проведения многочисленных ярмарок и постепенно превратился в торгово-ремесленный, а позже и фабрично-заводской центр. К 1837 году в Харькове насчитывалось свыше 70 промышленных предприятий. В середине 19 века в городе проживало свыше 30 тысяч жителей.
Стимулом экономического развития послужила прокладка через город железных дорог в 1869 году, особенно Курско-Харьковско-Азовской и линии Киев-Харьков. Город стал не только железнодорожным узлом с 1896 года и центром паровозостроения. В 1780-1796 центр Харьковского наместничества. В течение 18-19 веков торговый, культурный и промышленный центр Слободской Украины. В 1789 году в Харькове открывается первый стационарный театр. В 1805 второй на нынешней территории Украины университет. В 1885 технологический институт, сейчас Харьковский политехнический институт, а в 1912 высшие коммерческие курсы. Здравоохранение в городе также активно развивалось. На его окраине располагалась Сабурова дача, крупнейшая психиатрическая больница. В 1869 году открывается первая городская больница со стационаром, доступная для малообеспеченного населения – Александровская больница. Харьков был наиболее населенным на момент оккупации городом Советского Союза, побывавшим в оккупации во время Второй мировой войны. Население города 1 мая 1941 года составляло 901 тысячу человек. Перед оккупацией в сентябре 1941 вместе с эвакуированными составляло 1 миллион 500 тысяч. После освобождения в августе 1943 года 180-190 тысяч человек. Город был оккупирован 24 октября 1941 года. Впервые в истории Второй мировой войны здесь при отступлении советской армии были применены радиоуправляемые мины. Харьков был сдан почти без боя. Бои шли в центре, на улице Университетской и на Холодной горе. В январе 1942 года была предпринята попытка наступления южнее города в районе Изюма. С Изюмского плацдарма командование Юго-Западного фронта намеревалось осуществить Харьковскую операцию по окружению и дальнейшему уничтожению противостоящей 6-й армии Вермахта под командованием Вальтера фон Рейхенау. Эта операция, начатая 12 мая 1942 года, завершилась катастрофой. В окружение и плен попали значительные силы наступавших советских войск. В феврале 1943 года, развивая наступление советской армии, начатое после Сталинградской битвы, Харьков был освобожден силами Воронежского фронта под командованием генерала Голикова. Однако последовавшее вскоре контрнаступление немецких войск в марте 1943 года привело к повторной сдаче города. На этот раз группе, состоящей из 1-й и 2-й дивизии СС под командованием генерала Хауссера. В августе 1943 город был освобожден окончательно действиями 69-й армии Воронежского фронта, 57-й армии Юго-Западного фронта и 7-й гвардейской армии Степного фронта. День освобождения Харькова 23 августа с тех пор становится городским праздником, в 1980-х годах названным Днем города. 23 августа 1943 года немцы отступили из города на южную окраину и в район аэропорта, при этом каждый день обстреливая артиллерией центр Харькова. В ночь с 27 на 28 августа 1943 года по Змеевской улице группировка генерала Кемпфа, состоящая из мотопехоты, при поддержке танков после короткой артподготовки предприняла попытку отбить город. Их остановили в районе нынешнего автовокзала Левада и отбросили обратно. Только после этого 30 августа был проведен митинг в честь освобождения Харькова. В 4 битвах за Харьков и за время его двукратной оккупации Советский Союз и Германия потеряли больше людей, чем где-либо еще в истории Второй мировой, включая Сталинград. Городские старожилы утверждают, что Харьков не стал городом-героем, потому что Сталин считал позором освобождение Харькова лишь с 3-й попытки. Вскоре после освобождения в декабре 1943 года в Харькове состоялся первый в мировой истории открытый судебный процесс над военными преступниками. Харьков в результате войны оказался одним из самых разрушенных городов в Европе. Были уничтожены десятки памятников архитектуры,
Вывезены в Германию многочисленные художественные ценности, в том числе картины и гравюры Рубенса, Веласкеса, Дюрера, Ван Дейка из художественного музея. Немцы при отступлении в 1943 году не смогли взорвать железобетонный Госпром. Так прочно он был построен. В доме проектов были уничтожены все перекрытия, бывшие деревянными, и полностью разрушено крыло, обращенное к зоопарку. Не подлежали восстановлению первый в мире дворец пионеров, пассаж и вся застройка спуска Халтурина, гостиница «Красная», музей имени Сковороды, Южный вокзал и множество других. Было уничтожено 1,5 миллиона квадратных метров только жилья. В зоопарке перед войной жили более 5000 животных, а после освобождения в августе 1943-го их осталось менее 150, из которых более-менее крупных всего 10. Западные эксперты предсказывали, что на восстановление города понадобится 50 лет. Пустыри и развалины на месте разрушенных кварталов напоминали горожанам о войне вплоть до середины 1960-х годов. В 1946 году был принят новый генеральный проект планировки и реконструкции города, а в 1965 году в городе было 2250 улиц, переулков и площадей. В советские годы сформировался образ Харькова как крупного промышленного и научного центра. В Харькове в первой половине 20 века были построены заводы-гиганты, такие как тракторный, турбогенераторный, ныне турбинный, станкостроительный, электротяжмаш, тракторных запчастей поршень и многие другие. Город постепенно застраивался, появлялась советская архитектура. Но и здесь нам есть чем гордиться. Самая большая площадь в Европе и вторая по величине в мире у нас в Харькове. Она уступает лишь площади в Пекине. В ее архитектурный комплекс входит первый украинский небоскреб Госпром. Грандиозное по своим размерам административное здание из монолитного железобетона. Как я уже упомянул ранее, в годы Второй мировой войны немцы так и не смогли его подорвать. И эту тему можно развивать дальше. Есть и менее известные, но немаловажные события в истории родного города. Например, появление систематического радиовещания в Украине связано с Харьковом. Началом его основания считается 1921 год, когда на территории городского ипподрома была построена и введена в эксплуатацию радиотелеграфная станция. Первый в Украине центр аматорского телевидения тоже в Харькове. В 1951 году было получено изображение радиусом 20 километров. Харьков во многом первый, или по крайней мере, был лидером в различных сферах. Впервые в Советском Союзе расщепление ядра атома проведено харьковскими учеными в 1932 году. Создание легендарного танка Т-34 Второй мировой войны произошло у нас в 1939 году. Это все относится к советскому периоду Харькова. После распада СССР прекратило существование значительное число городских предприятий промышленности и вузов. В середине 1990-х годов были утверждены герб и флаг Харькова, переименован ряд улиц и других объектов. За постсоветское время в городе была пущена и наращена третья Алексеевская линия Харьковского метрополитена, был восстановлен или построен ряд храмов, в том числе самый большой в Европе буддийский храмовый комплекс Чук-Лам-Харьков, а также появились новые памятники и дельфинарий, реконструированный аэропорт, проспекты Науки и Гагарина, парк Горького, набережная. В 2010 году Харьков был признан лучшим городом по качеству жизни в Украине, а в 2011 году разделил первое место с Киевом. В 2012 году Харьков был одним из 4 городов Украины, принимавших чемпионат Европы по футболу 2012. В 2012 году осуществлено расширение городских границ, а также переименование более сотни городских улиц. 8 июля 2013 года Горсовет Харькова присвоил городу звание «Город воинской славы» впервые в истории Украины. В 2012 году была завершена реконструкция парка имени Горького, который из парка советского периода был превращен в современную зону отдыха.
Сегодня это лучший парк культуры и отдыха на территории всей страны. Харьков стал первым городом на территории украинского государства, который получил полный комплект наград Совета Европы: диплом, почетный флаг, таблицу Европы и приз Европы. В апреле 2003 года был присужден диплом Европы за выдающийся вклад в распространение идеи европейского единства и перестройку европейского сообщества. Через год, в апреле 2004 года, Харькову был присужден почетный флаг Совета Европы. В августе 2008 на площади Конституции состоялась церемония вручения почетной таблицы Европы. В апреле 2010 на заседании Совета Европы Харькову единогласно была присуждена высшая европейская награда – приз Европы. С 2009 по 2013 годы в Харькове проводился уникальный кинофестиваль «Харьковская сирень». Название он получил от названия книги знаменитой французской киноактрисы Милен Димонжо. Мать актрисы, Клавдия Трубникова, родилась в Харькове. На фестивалях в Харькове побывали легендарные звезды французского и мирового кинематографа Милен Димонжо, Пьер Ришар, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон. Можно очень и очень долго рассказывать про заслуги города, про тот прогресс, которым может похвастаться Харьков. Харьковчане и так горды за свой город и знают весь его до мелочей. Как-нибудь в следующих видеороликах я продолжу при возможности рассказывать историю и достижения Харькова и харьковчан. Для нас быть харьковчанами – самое естественное чувство. Любимый наш город. Какими мы бы не были разными, в других городах и странах мы узнаем друг друга по невидимым глазу приметам. А что это за приметы, понимает лишь тот, кто вырос на твоих улочках и проспектах, кто пропитался насквозь запахом металла и строек, кто несет в себе твой дух, дух дерзости и мужества, жажды новизны и упорства поиска. Харьковский след можно найти в разных уголках мира. Каждому харьковчанину хорошо знакомо и Южный вокзал, безмолвный тому свидетель. Как приятно чувство возвращения даже после обычной командировки в то место на земле, которое принадлежит тебе, а ты ему. То, что сейчас переживают Харьков и харьковчане, это ужасно. Но мы выстоим, выживем и сделаем наш Харьков еще лучше, еще краше. Дух харьковчан жив, потому что наш город не унывающий труженик. Как говорит пословица, нет худа без добра. Мы возродим свое величие, наш город, и он будет процветать. Харьков, я люблю тебя, город родной. Харьков, да хранит тебя ветер времен. Харьков, слышу голос твоих площадей. Жизнь моя на ладони твоей.